Раннее летнее утро в провинции Альберта обычно дышит хрустальной прохладой. Но в тот день в городке Джаспер мирное течение времени было нарушено тревожным сигналом. В местный центр спасения диких животных поступил звонок от взволнованного мужчины, чей дом стоял неподалеку от знаменитого озера Малинья, огромного, величественного и коварно-холодного водоема, питаемого ледниками. Голос в трубке срывался. На самой середине бескрайней водной глади отчаянно боролось за жизнь какое-то крупное животное. Судя по всему, это была серая волчица, которую унесло течением слишком далеко от берега. В ледяной воде Малинья даже такой сильный и выносливый зверь мог погибнуть от переохлаждения за считанные десятки минут. Адам, опытный спасатель, повидавший немало чрезвычайных ситуаций, среагировал мгновенно. Привычным движением он накинул плотный спасательный жилет, перепроверил прочность глубокого сачка с прочной сеткой, захватил надежные фиксаторы и поспешил к моторной лодке. Когда лодка разрезала озерную гладь, солнце уже клонилось к закату, окрашивая воду в обманчиво теплые, золотисто-багряные тона. Однако легкий ветер гнал мелкую неприятную рябь, которая сильно затрудняла обзор. Адам пристально вглядывался в слепящие блики. Минуты тянулись невыносимо долго, пока на горизонте наконец не мелькнула серая точка. Волчица была на грани полного истощения. Ее мощные лапы уже не гребли, а лишь судорожно и слабо били по воде, поднимая брызги. Каждая набегающая волна накрывала несчастное животное с головой, и с каждым разом ее крупная морда поднималась над поверхностью все тяжелее. Адам ювелирно рассчитал траекторию, заглушил мотор, чтобы не напугать зверя, и по инерции подошел вплотную. Одним точным выверенным движением он опустил прочную сеть в воду и бережно, прилагая огромные усилия, выловил тонущую хищницу. Когда волчица оказалась на борту, с ее промокшего, жесткого меха ручьями стекала ледяная вода. Она была измучена и беззащитной, что у Адама сжалось сердце. В полуприкрытых глазах дикого зверя застыли первобытный ужас и паника. Но сил на сопротивление или агрессию у нее просто не осталось. Мужчина аккуратно накрыл дрожащее тело брезентовой курткой и прижал ее к себе, стараясь передать свое тепло. Его ровное, спокойное дыхание сотворило первое маленькое чудо. Волчица перестала метаться и затихла, доверчиво ткнувшись носом в его ладонь. Спасательный катер развернулся и на максимальной скорости понесся обратно к берегу. В ветеринарном блоке Центра спасения Адам не отходил от спасенной ни на шаг. Он сразу же завернул ее в несколько слоев толстых шерстяных одеял, чтобы остановить опасную дрожь. Проводивший осмотр ветеринар подтвердил: серьезных травм и переломов нет, но диагностированы сильнейшее переохлаждение и крайняя степень мышечного истощения. Еще бы минут 10 в озере, и спасать было бы некого. На общем консилиуме волонтеры решили назвать волчицу Раей. Это имя на древних наречиях символизировало свет, пробивающийся сквозь тучи, и надежду после катастрофы. Первые дни реабилитации дались тяжело. Дикая природа не учит грозных хищников доверять людям. Рая, едва к ней вернулись минимальные силы, забилась в самый дальний и темный угол вольера. Ее зрачки расширялись от страха при любом шорохе, а уши были плотно прижаты к голове. Она глухо и грозно рычала, готовая защищаться до последнего вздоха. Адам проявил истинное терпение, присущее настоящим натуралистам. Он часами сидел на полу прямо перед вольером, не делая резких движений. Мужчина читал вслух книги или просто тихо разговаривал с ней, приучая Раю к тембру своего голоса. Каждое утро он приносил ей лакомство, свежее мясо, и оставлял миску у самого входа в ее импровизированное убежище, после чего деликатно отходил. Доверие дикого зверя нельзя купить силой или вытребовать. Его можно только терпеливо вырастить, как хрупкий цветок. На третий день лед тронулся. Волчица, голодная, но все еще настороженная, робко высунула морду из угла и, не спуская глаз сидящего неподалеку Адама, быстро схватила еду. Через неделю ее пугливая пластика сменилась уверенностью. Мех полностью высох и распушился, став серебристо-серым, а взгляд приобрел живой глубокий блеск. Между человеком и хищником возникла невидимая, но осязаемая ментальная связь.
Рая словно осознала, что именно эти руки вытащили ее из ледяной бездны. Однажды вечером, когда в центре воцарилась тишина, волчица медленно подошла к решетке, вытянула шею и аккуратно, едва ощутимо коснулась мокрым носом пальцев Адама. Это был акт высшего доверия. Спасатели стали замечать, что в присутствии Адама Рая мгновенно успокаивалась и даже подставляла голову для мимолетных поглаживаний. Понимая, что в условиях шумного центра такое крупное животное испытывает сильный стресс, Адам принял решение забрать Раю на финальный этап реабилитации в свой частный дом. Маленькая бревенчатая хижина Адама находилась на самом отшибе Джаспера, у кромки векового хвойного леса. Это было идеальное место. Вокруг высились исполинские сосны, а неподалеку весело журчал чистый горный ручей. Для своей лесной гостьи хозяин обустроил мягкую большую лежанку прямо у панорамного окна, куда по утрам заглядывало ласковое солнце. Рая освоилась на удивление быстро. Ее любимым занятием стало созерцание. Она часами лежала на полу, подставив бока солнечным лучам, и внимательно наблюдала за птицами и колыханием веток за стеклом. Чтобы волчица не теряла связь с родной стихией, Адам ежедневно выводил ее на долгие прогулки по глухим лесным тропам. Она научилась откликаться на его особый негромкий свист. Стоило Адаму позвать ее, как серый силуэт тут же показывался из густых кустов. Рая сохраняла все свои природные инстинкты. Она азартно выслеживала следы и прислушивалась к каждому шороху, но в то же время оставалась абсолютно мирной в руках своего спасителя. Адам надел на нее мягкий кожаный ошейник с латунным жетоном, на котором был выбит его номер телефона. Мера предосторожности на случай, если волчица испугается чего-то и убежит раньше времени. Вечер они проводили у камина. В комнате трещали дрова, пахло смолой и сушеными травами. Рая сворачивалась огромным пушистым кольцом прямо у ног мужчины, мерно и глубоко дыша во сне. Пронзительным моментом их дружбы стала неделя, когда Адам сильно простудился и не мог встать с постели. Волчица отказалась от прогулок, преданно дежуря у его кровати и охраняя покой больного друга. Ее умные янтарные глаза не упускали ни одного вздоха хозяина хижины. Однако Адам не питал иллюзий. Он понимал, что эта идиллия временна. Рая была хозяйкой леса, и удерживать ее в 4 стенах навсегда означало бы предать ее истинную природу. Расставание было неизбежным, и мужчина с тайной грустью ждал прихода настоящей весенней оттепели. Когда весна окончательно вступила в свои права, украсив поляны Джаспера коврами из ярких диких цветов, Адам понял – час настал. Он вывел Раю глубоко в заповедный лес, туда, где не было туристических маршрутов, но было в избытке чистой воды и дичи для успешной охоты. Остановившись на залитой солнцем поляне, Адам опустился на колени. Его пальцы заметно дрожали, когда он расстегивал пряжку кожаного ошейника. В последний раз, погладив густой, пахнущий костром и хвоей мех, он тихо прошептал: «Беги, девочка, ты дома». Волчица не убежала сразу. Она замерла, ее гордый силуэт четко вырисовывался на фоне сочной зелени. Рая обернулась и долго пронзительно смотрела Адаму прямо в глаза, словно запечатлевая в памяти образ своего спасителя. Затем она издала тихий протяжный вой, круто повернулась и растворилась в изумрудной чаще леса. Дома Адама встретила звенящая, давящая пустота. Опустевшее место у окна и отсутствие привычного тяжелого дыхания на полу навевали тоску. Но он гнал от себя грустные мысли, зная, что поступил правильно. Каждое утро, заваривая кофе, он всматривался в лесную опушку, надеясь заметить знакомую серую тень. Лето сменилось золотой осенью, а затем на Джаспер обрушилась суровая, беспощадная канадская зима. Морозы сковали ручьи, а огромные хлопья снега за считанные дни похоронили под собой все дороги, укутав крышу хижины Адама толстым белым одеялом. Оно из таких ледяных ветреных ночей, когда буря выла в трубе, а Адам подбрасывал поленья в разгоревшийся камин. Сквозь гул непогоды донесся странный звук.
Это было легкое, настойчивое царапание по дереву входной двери. Сперва мужчина списал это на разгулявшуюся бурю. Но звук повторился, ритмичный, сильный и какой-то осознанный. Заинтригованный Адам накинул куртку и отодвинул тяжелый засов. Поток морозного воздуха ворвался в прихожую, а прямо на заснеженном пороге в свете уличного фонаря сидела Рая. Ее зимняя шуба стала невероятно густой, серебряной и пушистой. Усы покрылись инеем, но глаза светились все тем же знакомым преданным огоньком. Но пришла она не одна. Из-за ее широкой спины, робко прижимаясь друг к другу и защищаясь от пронизывающего ветра, показались 3 крупных пушистых волчонка. Рая смело ступила на веранду, коротко встряхнулась, сбрасывая снег, и выжидающе посмотрела на Адама. В этом взгляде читалось абсолютное материнское доверие. Она привела своих детей к единственному человеку, в котором была уверена на 100%, спасая их от лютой стужи и голода. Волчата, видя полное спокойствие матери, тоже несмело зашли в теплое помещение. Сердце Адама пропустило удар. Это было настоящее зимнее чудо. Не теряя времени, он обустроил для необычных гостей просторный и теплый угол в отапливаемом гараже, примыкающем к дому. Он принес туда старые меховые одеяла, налил теплой воды и доверху наполнил миску свежим мясом. Малышей, у каждого из которых был свой неповторимый характер, Адам назвал Флэр, Нип и Луна. Флэр оказался самым шустрым и смелым, с ярким темным пятнышком на лбу. И именно он первым пошел на контакт. Нип рос осторожным волчонком с забавными белыми отметинами на передних лапах, а Луна отличалась красивым серебристым отливом шерсти и очень тихим созерцательным нравом. Поначалу малыши вели себя скрытно и приступали к еде только тогда, когда шаги человека затихали. Но копируя поведение Раи, которая спокойно спала на своем старом месте у камина, они быстро оттаяли. Уже через пару недель хижина наполнилась веселой суетой. Волчата устраивали шуточные поединки на ковре, таскали шерстяные вещи Адама и по ночам без спроса забирались к нему в кровать, сворачиваясь в ногах теплыми живыми грелками. Адам тщательно документировал эту уникальную историю, делал сотни снимков, снимал видео и вел подробный дневник, который назвал «Снежные дети». Он консультировался с зоологами национального парка Джаспер, чтобы весной адаптация молодых волков в дикой природе прошла идеально. Но торопить события никто не собирался. Впереди была целая зима, полная уюта, тепла и безмолвного понимания между человеком и целой волчьей семьей. Когда весеннее солнце вновь растопило сугробы, Адам снова проводил повзрослевшее семейство вглубь леса. Рая уходила во главе своей стаи, но на самой границе видимости остановилась, обернулась и сделала легкий поклон головой, жест глубокой, почти человеческой благодарности. С тех пор каждую зиму в самые лютые морозы Адам никогда не запирает дверь своей хижины до конца, оставляя ее слегка приоткрытой для тех, кому может понадобиться тепло и спасение.